Всем привет! В этом видео по многочисленным просьбам я хочу поделиться тем, как я создаю AR-объекты. Это такие 3D-скульптуры, которые вы можете смотреть в дополненной реальности с мобильных устройств. Я хочу вам показать на примере скульптуры, которую я готовлю сейчас к выставке в Новой Третьяковке. Я расскажу в этом видео, какими предложениями я пользуюсь, через какие сервисы их добавляю. Очень коротко покажу процесс создания работ. И в конце видео поделюсь промокодом, благодаря которому вы можете получить скидку на подписку. Что ж, начнем. Как я создаю 3D-объекты? Мне нравится работать в нескольких программах. В первую очередь я люблю создавать 3D-объекты через VR-шлем, потому что когда я его одеваю, я сразу понимаю, как в пространстве будет находиться 3D-объект, 3D-скульптура. Там я накидываю какие-то первые формы, первые идеи. Далее я закидываю все это в Blender и либо дорабатываю объекты через Nomad Sculpt. Nomad Sculpt — это приложение на iPad для 3D-моделирования и скульптинга. Вот. В данном случае я еще решила упростить процесс создания. И через EE Series Mesh я решила накинуть текстуры на свои 3D-объекты. Я добавила объекты в Mesh для поиска каких-то идей, вариантов. Как вот это выглядит. Вы загружаете свой 3D-объект. Здесь слева пишите промпт, описываете объект и в каком стиле хотите создать. Очень быстро, буквально там 20-30 секунд, у вас уже готова текстурка. Но объекты лучше грузить по одному. Я сначала грузила целиком сцену с Blender, но это была ошибка, грузите по одному. После того, как готовы текстуры, мы заходим в Blender. Вот моя готовая фигурка. В Blender я уже делаю финальную обработку объекта перед загрузкой. Очень важно, чтобы ваш объект весил мало и был, насколько это возможно, низкополигональным. Текстуры не должны превышать разрешение 1024 на 1024, потому что тогда ваш объект будет весить долго, и люди со старыми устройствами просто не смогут просмотреть ваш объект. В общем, у вас готов ваш 3D-объект. Мы его сохраняем в GLB. В идеальном мире стремиться к тому, чтобы вся сцена у вас весила не больше 10 мегабайт. Если у вас объект с анимацией, то он должен состоять из одного скелета. Это очень важно, иначе он у вас не будет работать. В общем, после того, как вы подготовили вашу сцену, вы заходите в сервис. Я им пользуюсь уже почти год. Здесь я создавала все свои последние проекты. У них удобная тарифная сетка. По-моему, даже можно сделать под какой-то отдельный проект, чтобы не платить ежемесячного. Разу оплачивать проект, и потом какое-то время он у вас там хранится. Вот здесь вы можете зарегиться, и здесь есть возможность ввести промокод. Промокод Анна Палани, он дает вам скидку 20%. Я его также прикреплю внизу. Здесь вы можете добавлять, сейчас на примере покажу, распознавание QR-кода. Это когда у вас есть какой-то QR-код, визитка или что-то, и поверх него накладывается 3D-объект. Распознавание фото, если вы хотите сделать видео или 3D-анимацию поверх фото. Здесь тоже все понятно, это работает так же, как QR-код. Ваш объект привязывается всегда к изображению или к QR-коду. Трекинг геолокации. Это больше подходит для каких-то прям больших объектов, не знаю, возможно, каких-то промышленных заводов, где в одной точке у вас стоит один объект, в другой точке стоит другой. Трекинг лица — это как маски в Инстаграме. Почему вот я использую этот сервис? Потому что он работает через браузер. Вам не нужно заставлять людей скачивать какие-то приложения на телефон. Это очень удобно. Пятый вариант — это AR 360. Я его использовала для создания дополненной реальности на концерте. Получается, вы крутите телефон вокруг себя, и объекты находятся повсюду вокруг вас. Они не привязываются к поверхности. Это, с одной стороны, и плюс, и минус. Минус, потому что вы не можете посмотреть объект со всех сторон, но плюс, потому что работает абсолютно на всех устройствах, работает в темноте. В общем, распознавание поверхности. Это то, с чем сейчас я буду работать, на примере чего я буду вам показывать.
В принципе, везде все одинаково. Slam — это когда вы можете вот здесь через браузер собрать сложную сцену. Например, вы добавляете сюда 3D-объект котика, потом вставляете 3D-объект бабочки, цветочков. Все это там анимируете, настраиваете масштаб, положение в пространстве. Это Slam. Кроме того, можно сделать так, чтобы видео переключалось, то есть там, например, вы нажимаете на котика, и появляется следующая сцена, и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете сделать целые квесты. Это очень прикольно, это Slam. Но мне это не надо, мне нужно было сделать просто скульптуру для выставки, поэтому я пользуюсь 3D-конфигуратором. Заходите сюда, выбираете браузер и нажимаете «Создать AR». После того, как вы попали туда, сейчас покажу на примере своего объекта, вы нажимаете, тут будет у вас загрузить модель, в моем случае изменить модель, вы ее сюда подгружаете. Это предварительное окно загрузки. Вы можете посмотреть, как будут отображаться цвета на андроиде. У меня нет андроида, и это удобно, что я могу посмотреть. На айфонах всегда все очень хорошо работает. Здесь вы можете нажать, нужна ли вам анимация, ее можно активировать по клику, повторять, не повторять скорость. Здесь вы можете задавать масштаб, вращение объекта, это если вам нужно. Вот, и вы нажимаете потом «Сохранить», «Предосмотр». Всегда обязательно проверяйте, как работает ваш объект и на айфоне, и на андроиде. Если у вас нет какого-то устройства, просите своих друзей, чтобы они проверили, потому что очень часто бывает так, особенно когда вы только начинаете работать с дополненной реальностью, что ваши объекты располагаются не так, как вы видите на экране. Они могут быть либо маленькие, либо поворачиваются боком, либо цвета темнее, либо они светлее, поэтому обязательно проверяйте перед тем, как будете показывать объект массовой публике. Далее еще коротко покажу вам, как работает AR 360, покажу на примере сложной сцены. Например, вот этот. Вот люстра, разные камешки. Все эти объекты я добавляла каждый отдельно. То есть сначала добавила сердце 3D-объект, потом камешки, потом я их расставляла и так далее, и так далее. Здесь, вот, например, вы добавляете объект, вы можете его передвигать в пространстве, можете его поворачивать, можете здесь справа управлять там масштабом, поворотом, настраивать прозрачность объекта, анимацию. В этой сцене как раз-таки она у меня как Slam, с переходом. Вот здесь вот, может быть, не очень хорошо видно. Тут нужно нажать на сердце и попадешь в космос. Чтобы так сделать, вы нажимаете на сердце, далее настройка элемента и переход на сцену. Вот у меня тут есть две сцены, Start AR и VR. Попаду на сцену VR, она у меня состоит из двух объектов. Это вот то же самое сердце, на него, когда нажмешь, вернешься в реальный мир. И такая сфера с наложенной бесшовной текстурой, как космическое пространство. Получается, это снова человек, если нажимает на сердце, он переходит на эту сцену начально с AR. И все получается зациклено. Вот. Это AR 360. Собственно, это все. AR очень просто добавляется. Самое главное — это оптимизировать ваш объект. Это, наверное, самое главное и сложное, потому что вот сервис WebAR, которым я пользуюсь, он, наверное, один из самых удобных, потому что я много чего потестировала, очень много на английском языке, у ребят на русском. Очень хорошая комьюнити в Телеграме всегда. Если вам что-то непонятно, вы можете написать, они вам помогут. Так что пробуйте. Если у вас какие-то есть вопросы, вы пишите. Я, кстати, думаю, что нужно создать какое-то видео по оптимизации объектов, потому что это самое-самое сложное. Вот, все. Всем пока. Как там это говорится, лайк, подписка, колокольчик.